Для тех, кто не знает, меня зовут Дима. Я довольно часто путешествую и делюсь здесь своим опытом, который, я надеюсь, будет полезен и вам при планировании ваших собственных приключений. Ну или, по крайней мере, интересен в развлекательном контексте. Это вторая часть нашего путешествия по ЮАР. Если вы не смотрели первую, то ссылка на нее будет где-то здесь. Также подписывайтесь на канал и жмите лайк, если вам понравится. Ну что ж, с формальностями все. Пора к сути. В этом выпуске мы с вами разберемся, что такое африканское сафари, проясним нюансы посещения сафари в ЮАР и, конечно же, отправимся на поиски большой африканской пятерки. Еще заглянем на самый высокий банджи в Африке, а также посетим город Плеттенберг-Бэй, излюбленное место отдыха южноафриканских миллионеров. Итак, ради сафари наш маршрут лежал в сторону национального парка Эда Elephant Park, который расположен в регионе Eastern Cape. Расстояние от Кейптауна до него составляет 740 километров. Учитывая удаленность этой локации и обилие интересных мест по пути, мы запланировали остановки по дороге туда и обратно в самых прикольных из них. В итоге наш маршрут выглядел так: Кейптаун, Плеттенберг-Бэй, Эда Elephant Park, Найсна, Стелленбош, Кейптаун. Вы, наверное, захотите спросить, а зачем так далеко ехать ради сафари? Разве нет вариантов ближе? И да, и нет. Относительно недалеко от Кейптауна есть всего несколько небольших частных заповедников, которые больше похожи на зоопарк. Нам хотелось максимально трушного опыта, который можно получить скорее в больших национальных парках. При этом из-за ковидных напрягов самолет нами не рассматривался, и Эда оказался ближайшим к Кейптауну. Плюс дорога к нему проходит по известному маршруту Garden Route. А как следует из названия, это живописнейший маршрут протяженностью в 200 километров, который пролегает вдоль Индийского океана. Главной его особенностью является то, что он проходит через несколько природных зон. Саванну, субтропики, тропический лес, а также полупустынный регион Каро, что объясняет высокую концентрацию суперкрасивых и разнообразных природных мест. Первым городом Садового пути для нас стал Плеттенберг-Бэй, и путь до него из Кейптауна занял у нас около 7 часов. Достаточно интенсивной, но весьма комфортной езды. И на этом моменте стоит уделить немного внимания дорогам и особенностям трафика на юарских дорогах в целом. Как я уже говорил в первом выпуске, дороги преимущественно европейского качества, с типичным для бывших британских колоний левосторонним движением. Я далеко не первый раз за рулем с левой стороны, но именно здесь вождение слева мне особенно зашло и показалось даже более удобным и логичным, чем справа. Также обращают на себя внимание некоторые нетипичные дорожные знаки. Вот парочка из них, которые особенно примелькались. Но вернемся к Плеттенберг-Бэй, или к Плетту, как его еще называют местные. Некоторые путеводители считают именно этот город жемчужиной Садового пути, и мы решили это проверить. В нашем плане он был местом для поваляться на пляже и передохнуть между Кейптауном и остальной частью путешествия. Из 2 полных дней, запланированных в Плетте, погода для пляжа была лишь в первый, что слегка нас огорчило, но с другой стороны сподвигло посетить другие местные интересности, но о них чуть позже. Известен этот город-курорт в первую очередь как дачный поселок местных миллионеров и, как гласит Википедия, является привилегированным местом отдыха южноафриканцев. Но, честно говоря, ничего особенно люксового и привилегированного мы в итоге для себя не отметили. А во вторую очередь он популярен из-за возможности наблюдать за китами в период с июня по ноябрь. Но, к нашему сожалению, был март. Расположен город на берегу бухты под названием Формоза, что в переводе с португальского означает «великолепная». И стоит сказать, что выглядит она и вправду весьма красиво. Так как по задумке наше пребывание в Плетте должно было быть пляжным, то и отель был выбран в этом ключе. Нужно заметить, что отелей здесь не так много, а хороших вообще единицы. Более популярным видом размещения здесь являются разнообразные виллы и гестхаузы. Но наш выбор пал на Sky Villa Boutique Hotel. Место расположения, вид из окон номера и территории, а также дизайн – это его сильные стороны.
Но кухню и сервис к таковым отнести было, увы, нельзя. Поэтому однозначно рекомендовать его не могу. Хотя, возможно, они уже справились с этими проблемами. Стоимость номера с завтраком составила $150 за ночь. Первый день мы провели, как и планировалось, в горизонтальном положении на главном пляже Плета Хобби Бич. Пляж, собственно, весьма неплох. Не Карибы, конечно, но все же. Он небольшой, с хорошим песком и чистым, но прохладным океаном. Визитной карточкой пляжа и Плета как такового является вот этот отель. Называется он Bacon Island Resort. На пляже есть вся необходимая инфраструктура, включая несколько ресторанчиков, где можно вкусно отобедать и, что важнее, пообщаться с белыми пенсионерами, которые коротают здесь свою старость. И, к слову, весьма активно налегает на горячительные напитки, несмотря на свой возраст и время дня. Нужно отметить, что общительность местных белых прослеживалась в течение всего нашего путешествия. Помимо общих тем и вопросов типа «А откуда вы?», разговор обычно всегда заканчивался сетованием о сложности и непредсказуемости жизни белых после прихода к власти представителей темнокожего населения в ЮАР. Закончили день мы отличным ужином в ресторане 1989, который могу рекомендовать за вкусный стейк из тунца и отличный выбор вина. Стоит сказать, что Плет весьма богат, как для провинциального городка, вкусными и качественными ресторанами. И это, конечно же, обусловлено профилем здешнего клиента. Следующий день, ввиду погоды, мы посвятили двум активностям в окрестностях Плета. И первым делом отправились в Манки-ленд. Это такой лес с обезьянами, в котором они, по сути, живут как в зоопарке, но в то же время как бы на воле, учитывая его размер. Мне, как любителю обезьян, в принципе, весьма понравилось, и я могу советовать это место. Стоимость посещения составляет порядка $20 со взрослого. Продолжительность около часа. Нам повезло приехать случайно ко времени кормления обезьян, и их не пришлось особо выискивать, так как они все собрались у пунктов раздачи еды. Учтите, что там очень много москитов, поэтому одежду желательно выбирать исходя из этого. Не повторяйте ошибок людей, приехавших туда в шортах и футболках. Еще по соседству есть парк птиц. При желании можно совместить их посещение. На такой случай есть комбо-билет со скидкой. Но нам обезьян хватило, и мы отправились дальше. Вторым местом стал охраняемый заповедник Роберг. Это полуостров, который находится в 8 километрах от Плета. И он, пожалуй, стал самым ярким и самым впечатляющим экспонатом среди тех, которые нам удалось увидеть на маршруте Garden Route. Он является частью всемирного наследия ЮНЕСКО, так что место намоленное в антропологическом контексте. Для его посещения необходимо оплатить сборы в размере $3 человека. Прогулка там предполагает хайк по одному из 3 маршрутов разного уровня сложности, протяженностью от 2 до 9 километров. Мы выбрали средний, и он занял у нас 3 часа. Нужно сказать, что мы не были к нему готовы. Если вам не по душе карабкаться по отвесным и скалистым склонам, или вы боитесь высоты, то лучше ограничиться первым, значительно более легким маршрутом. Скажу откровенно, на некоторых участках у нас не раз возникала мысль, а не повернуть ли обратно. Как дела? Как сказать? Да, но еще чуть-чуть. Погнали. А кое-кто из нас и вовсе комментировал выбор этой активности выражениями, которые не подлежат публикации на приличном канале. Но мотивации то и дело поддавали местные завсегдаи, которые на изи порхали по этим местами труднопроходимым тропам. Но наградой в итоге стали абсолютно невероятные песчаные дюны с какой-то инопланетной растительностью. Спуск с дюн к пляжу открывает один из самых завораживающих видов, что нам повезло созерцать в рамках этого путешествия. Обязательно захватите что-то перекусить, а также купальные принадлежности. Там легко можно провести целый день, совмещая хайк и валяние на одном из его уединенных пляжей. Как вы уже догадались, это место прям абсолютный маст к посещению. Воодушевленные такой удачей, мы отправились отпраздновать свой скалолазный дебют в ресторан Зинзи. Расположенным в 11 километрах от Плета, на территории превосходного Sala Treetop Lodge, который я бы рекомендовал как место для остановки, если бюджет для вас слово неизвестное. Ресторан, конечно, не дешевый, но и не заоблачный. К
К тому же, где еще было поставить точку нашего пребывания на привилегированном курорте. Было нарядно, вкусно, и я, конечно, могу его советовать. В целом, Пла-Тенберг Бэй оказался парнем вполне себе и с лихвой оправдал наши ожидания. Так что можете смело его внести на свои карты. Утром следующего дня пришло время попрощаться с Плетом и отправиться далее в сторону Сафари. В этот день нам предстоял участок в 300 километров с заездом на самый высокий арочный мост в мире Блоукранс-Бридж, на котором для любителей острых ощущений есть банджи и возможность сигануть с высоты в 216 метров. А это уже на секундочку высота не самого захудалого небоскреба. Здесь, кстати, проходит граница между регионами Western и Eastern Cape. Этот адреналиновый поинт, кстати, входит в пятерку самых высоких в мире. Стоимость прыжка составляет около $90. Все организовано на профессиональном уровне и работает с 1997 года под управлением известной компании из Новой Зеландии. Место стоит внимания, даже если вы не планируете совершать прыжок. Можно просто полюбоваться видами и отвагой прыгунов. Вечером мы наконец-то добрались до Сафари. Ну, давайте для начала разберемся, что это такое и какие особенности Сафари в ЮАР. В целом, Сафари или Game Drive, как он здесь называется, это возможность наблюдать из автомобиля за жизнью животных в естественных условиях обитания. На территории ЮАР этот процесс организован в рамках больших национальных парков, либо же частных владений поменьше, которые называются Private Game Reserve. Здесь достаточно много как первых, так и вторых. Основное различие между ними заключается в стоимости. Национальные парки — это публичные зоны, куда может въехать каждый, оплатив парковый сбор. Для посещения же частных необходимо, как правило, оплатить размещение в одном из лакшери-лоджий, которые работают по системе «все включено». Зачастую в них действует минимальный срок бронирования от 3 ночей, а стоимость в среднем колеблется в пределах от $600 до $1500 за ночь, в зависимости от изысканности лоджии. В общем, частный вариант подойдет далеко не всем. Что же касается национальных парков, то здесь ситуация существенно дешевле. Оплатив парковый сбор, в нашем случае это было $22 человека, вы можете посетить его на своем автомобиле и исследовать его хоть целый день. Правда, в этом их и минус. В парках обычно достаточно много посетителей, что может повредить интимности момента общения с дикой природой. Поэтому не рекомендуется посещать парки в выходные дни, так как для местных жителей это весьма популярный вид досуга. Жилье можно найти как на территории парка, так и неподалеку. Обычно варианты на территории достаточно аскетичные, но недорогие при этом. Как я уже говорил ранее, мы выбор сделали в пользу Эда Elephant Park. Понятно из названия, его основными обитателями являются слоны. Но, как обещал сайт парка, остальные 4 из большой африканской пятерки, а именно носорог, буйвол, лев и леопард, также должны были быть. Мы же для себя выбрали второй вариант. Это место называется Camp Fig Tree, и это прям отличный лодж. Расположен он на вершине горы в 15 километрах от парка. Он обладает всеми преимуществами и условиями частных заповедников, но не находится непосредственно в нем. И это по-хорошему сказывается на его стоимости. В итоге, совмещая самостоятельное посещение парка и такой вариант размещения, вы получаете прекрасный компромисс, как по мне. Стоимость составляет порядка $300 за ночь с завтраком. Мы выбрали категорию номера Luxury Tent и остались очень довольны таким опытом. По сути, внутри это отельный номер со всеми удобствами, выполненный в духе колониальных времен. А вместо стены и крыши плотный тент с окнами и дверьми. Такая себе очень нарядная палатка. Минусом можно назвать хорошую услышанность. Так как вы находитесь посреди дикой природы, то приготовьтесь круглосуточно слышать звуки общения или перемещения разнообразных местных обитателей. Мне это под бокал пинотажа было по кайфу, но кому-то объективно может мешать уснуть. Но камон, вы же для этого и приехали. В таких местах стоит закрывать двери и окна на ночь, а то рискуете проснуться в компании еще с кем-то из местной фауны. Не могу не удостоить внимания ужинов в нашем лодже, так как по сути в подобных местах вы находитесь посреди дикой природы и особенных опций по выбору места для ужина, кроме ресторана в отеле, у вас в общем-то и нет. И тут хочу отдать должное умению и гостеприимству персонала кемпа. Hello Ukraine, how are you? I don't know how do you say it. Yeah, it's okay. Perfect. My name is Chen.
representing Ken Fig Tree in South Africa, Eastern Cape. Beautiful, beautiful place. Weather, people, as you can see, the food, activities, safaris, all of that is there to do. So come to South Africa, pay us a visit. Cheers. Несмотря на отсутствие конкуренции, качество еды, уровень сервиса, а также внимание к деталям на уровне лучших мировых отелей. Я уже молчу, что на ужин вам, вероятно, предложат стейк из антилопы куду или буйвола. И это, нужно сказать, очень вкусно. А особенно под аккомпанемент превосходного южноафриканского вина. Вообще вечерняя атмосфера в нашем лодже была восхитительной. Особенный интерес представляли вечерние беседы с персоналом и другими постояльцами. И в некотором смысле все это напоминало времена колониальных экспедиций. Как выяснилось в процессе одной из таких бесед, в ЮАР аж целых 11 официальных языков. Основные два – это английский и африканский, которыми владеют все, а остальные используют местные жители разных регионов. В частности, в регионе, где мы находились, все говорят на вот таком вот забавном языке. Он называется коса. Стоит сказать, что утро — это также сильная сторона этого лоджа. Помимо вкусных завтраков, вас также ждут breathtaking виды как на террасе палатки, так и на территории комплекса в целом. Но вернемся к сафари. Парк открывается в 7 утра и открыт до 18:00 для тех, кто не остановился на территории. И далее у вас будет 3 варианта для его осмотра. Вариант первый, самый дорогой, вы в составе небольшой группы или приватно отправляетесь на сафари с рейнджером на Land Rover Park. Вариант второй, вы осматриваете парк на своей машине и к вам подсаживается рейнджер парка, услуги которого оплачиваются отдельно. И это был наш вариант. За 4 часа мы заплатили около $30. И последний, вы на своем автомобиле без рейнджера. Я бы советовал не выбирать последний, так как наличие рейнджера позволяет вам перемещаться по парку более эффективно и потенциальная возможность увидеть больше животных существенно возрастает. Он же местный парень. Да и плюс почти все сотрудники там знатоки и фанаты своего дела, что сильно положительно сказывается на вашем опыте посещения. В районе лобби парка расположены все необходимые атрибуты – кафе, магазины и прочие удобства. За 4 часа нашего сафари нам, увы, посчастливилось увидеть не всех животных, на которых мы рассчитывали. Из большой пятерки это были слоны в изобилии, от которых, конечно же, на расстоянии вытянутой руки все-таки захватывает дух. Буйволы также решили с нами повидаться. Про них хотелось бы сказать, что несмотря на схожесть с привычными нам коровами, они не из одной песочницы. Один только взгляд заставляет относиться к ним с должным уважением. Также галочкой нами был отмечен носорог, учитывая, что он умело прятался в кустах и разглядеть его особо не удалось. Львов и леопардов, к сожалению, замечено не было. И, как нам потом признался рейнджер, с определенного времени их в этом парке осталось крайне мало, так как большая часть была переселена ввиду особой прожорливости, составляющей угрозу для слонов. Помимо неполной пятерки, мы еще видели в изобилии зебр, антилоп куду и антилоп других разновидностей, а также вот этого обаятельного бородавочника. На ресепшн парка, кстати, есть вот такое расписание с потенциальной вероятностью встречи с теми или иными животными в конкретный период суток. Нужно сказать, что посещение сафари конкретно в этом месте и выбранном нами формате вызвало двоякое ощущение. С одной стороны, сафари был, а с другой не полностью. Я бы советовал сам себе на будущее и вам все-таки выбирать опцию с размещением на территории парка, даже с понижением класса жилья, а также запланировать на сафари как минимум 2 полных дня. Главным преимуществом такого подхода станет возможность отправиться как на утренние драйвы, так и на ночные, которые будут более интересными. Именно в это время буш оживает, так как хищники отправляются на охоту. Что касается самого Эда, то он вполне хорош для первого знакомства. Но в следующий раз мы обязательно отправимся в парки Крюгер или Пилансберг. Там уже next level, но это уже будет совсем другая история.
Ну что ж, а на этом наш выпуск подошел к концу, но уже совсем скоро выйдет продолжение о наших приключениях в Южной Африке. Так что, если вам нравится то, что я делаю, то вы знаете, что делать. И до встречи в следующем видео.